Приветствую всех вас, мои дорогие друзья! Уверена, что многие из вас уже заметили, что с появлением программируемых смарт-контрактов интерес к блокчейнам резко возрос, что лично меня очень радует. В конце концов, этот рост дал всем нам множество новых и уникальных проектов, а также всевозможных протоколов, с одним из которых я вас сейчас и познакомлю. Называется же он 100 Finance. Скажу сразу, что 100 Finance – это децентрализованное приложение, которое позволяет вам кредитовать и занимать криптовалюту. Это децентрализованная платформа для кредитования денег, похожая на такие имена, как AAV и Compound, о которых вы, возможно, слышали. Более того, это многоцепочечный протокол, и он также интегрируется с оракулами Chainlink для обеспечения наиболее стабильного роста и развития рынка, тем самым также специализируясь на активах с длинным хвостом. Стратегия 100 Finance заключается в развертывании сразу в нескольких цепочках блоков, потому что более крупные протоколы кредитования не могут сделать это быстро, а это большое преимущество для 100. То есть пользователи 100 Finance могут брать взаймы выбранные криптовалютные активы и одновременно занимать в соответствии со своим соотношением ссуды к стоимости, получая переменные проценты на стороне предложения и начисляя их на стороне кредита. Когда вы вносите стабильные монеты USDT и USDC, вы будете зарабатывать токен HND в качестве вознаграждения сверх любых начисленных процентов. Фактически процесс заимствования отправляет желаемый актив в кошелек пользователя, а предоставленные токены представлены там как H-токен, например, H-Ethereum или H-USDC и так далее. И да, вы можете обменять все эти токены в любое время на исходный актив плюс любые начисленные проценты, что, согласитесь, звучит очень круто. Особенно с учетом того факта, что все процентные ставки на 100 Finance рассчитываются автоматически и выражаются на токене как годовая процентная доходность IPY. Более того, все эти ставки корректируются для каждого блока в ответ на спрос и текущую ликвидность, доступную для удовлетворения этого спроса, что в свою очередь, как вы понимаете, побуждает пользователей делать ставки при увеличении спроса, тем самым помогая поддерживать постоянное состояние рынка. Таким образом, изменение рыночной стоимости активов, которые были взяты в заем и предоставлены в кредит, а также начисление процентов, могут привести к тому, что стоимость предоставленных активов больше не будет в достаточной степени соответствовать обязательствам по заемным активам. Следовательно, как только безопасность долговой позиции падает ниже определенного уровня, счет, использующий 100 Finance, становится уязвимым для ликвидации. В конце концов, процесс ликвидации влечет за собой возврат его активов, H-токен, плюс ликвидационный штраф, который налагается независимыми ликвидаторами в обмен на выплату долга по счету, до тех пор, пока его коэффициент обеспечения не вернется к нормальному уровню. Знаю, на первый взгляд все это может показаться слишком сложным, но после прочтения дополнительной информации о 100 Finance, я уверена, вы в этом разберетесь. Более того, для этого в описании под видео я обязательно оставлю все официальные социальные ресурсы 100 Finance, в том числе и их отчет о проверке. Кстати, я чуть не забыла вам сказать, что 100 Finance уже котируется на CoinMarketCap и CoinGecko, и как вы можете видеть, стоимость его токена превышает $2, при этом он также имеет очень хороший объем торгов HND. А еще токен 100 доступен на Dodo DEX, на Arbitrum One L2 и на Uniswap, и на балансер Ethereum L1. Кстати, о Dodo, чуть не забыл обратить ваше внимание на доступный пул, в котором каждого участника ждут очень приятные награды, а именно дополнительные 200 тысяч HND, которые будут доступны всем майнерам ликвидности, которые присоединились к пулу Arbitrum HND Ethereum на Dodo в течение 4 недель, а также дополнительные 75 тысяч вознаграждений Dodo. Эта программа продлится с 28 октября по 28 ноября, и для участия вам просто нужно посетить Dodo DEX, что для меня очень круто. А чтобы обо всем этом узнать побольше, настоятельно рекомендую после просмотра этого выпуска перейти на их Medium канал и прочитать соответствующую статью по этой теме. И вообще, если у вас вдруг возникли какие-то неразрешенные вопросы, и вы готовы присоединиться к обсуждению 100 Finance, то спешу вас обрадовать. У них есть российский администратор техподдержки, который поможет вам со всеми интересующими вас вопросами, предоставив тем самым вам самый развернутый ответ. В любом случае, 100 Finance только набирает обороты, и весь мир узнает об этом проекте уже очень скоро. Поэтому обязательно подписывайтесь на все их официальные социальные ресурсы и следите за развитием платформ вместе со мной. Ведь одним из создателей 100 Finance является FAT, который является еще и владельцем одного из самых популярных сайтов доходности DeFi под названием fat.tools. Поэтому, если вам интересно и вы любите следить за подобными личностями,
то подписывайтесь на его официальный Twitter-аккаунт и читайте все самые актуальные твиты. А на этом у меня все. Искренне надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Если да, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал CryptoLady. А также не забывайте активировать колокольчик, чтобы в будущем не пропускать мои самые свежие публикации. А пока желаю всем вам хорошего настроения, удачи и до скорых встреч!